Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы соединить две деревяшки между собой саморезом. Однако в любом процессе есть свои тонкости. Для того, чтобы сделать работу с крепежом по дереву быстро, эффективно, а главное аккуратно и надежно, придумано достаточно большое количество адаптеров и приспособлений для шуруповерта. В подборке собрал именно такие интересные и полезные варианты, которые можно взять на заметку. Магнитный держатель. Самым популярным и недорогим вариантом адаптера для работы с саморезами по дереву является магнитный держатель. Он надевается прямо на крестовую или другую биту, которая зажимается в патроне шуруповерта и обеспечивает достаточно надежную магнитную фиксацию крепежа при его вкручивании в деревянную поверхность. На небольших оборотах с помощью данной штуки можно закрутить саморез, не удерживая его второй рукой. Это особо удобно при работе на высоте или в труднодоступных местах. Угловая насадка. Для работы в узких пространствах, а также там, куда подлезть прямой битой не представляется возможным, предназначен угловой адаптер. Насадка обеспечивает возможность закручивать крепеж под углом до 20 градусов к оси вращения шуруповерта, что дает возможность использовать его под наклоном. Адаптер приспособлен под стандартные шестигранные биты, а также сверла с шестигранным хвостовиком. Будет удобен при сборке мебели, установке уголков, навешивании полок и так далее. Гибкий вал-удлинитель. Адаптер с возможностью работы под произвольным рабочим углом, который к тому же служит еще и удлинителем, что позволяет использовать адаптер в углубленных местах и каналах. Весьма гибкий, но достаточно упругий. Внутри металлической трубки находится сегментированный вал, который передает вращение от патрона шуруповерта на наконечник адаптера, на который можно установить биту или сверло с шестигранным хвостовиком. Адаптер для сверления отверстий малого диаметра. Стандартные сверла для шуруповерта обычно стартуют с диаметра в 3 мм, но что делать, если требуется просверлить в заготовке из дерева отверстие минимального диаметра под небольшой крепеж, например, в моделизме? Для этих целей подойдет специальный адаптер в виде небольшого патрона с шестигранным или цилиндрическим хвостовиком, в котором как раз и можно зафиксировать сверло малого диаметра, а затем на минимальных оборотах просверлить нужное отверстие. Отлично подойдет для использования не только с деревянными, но и пластиковыми и другими заготовками. Набор для потайного крепежа и зенковки. Составные адаптеры, фрезы со сверлом для выполнения потайных отверстий, чтобы шляпки саморезов не бросались в глаза. Заглубленные отверстия после установки крепежа можно закрыть деревянным чопиком. Другой вариант использования – для зенковки, чтобы шляпка самореза была заподлицо с деревянной поверхностью. Работать с насадкой лучше на малых оборотах, чтобы не засверлиться в дерево глубже необходимого. Я обычно покупаю такие в наборе, хотя можно и по отдельности. Качество изготовления самих фрез весьма неплохое, хорошая центровка. Центрирующий кондуктор с ограничителем. Отличный комплект для возможности сверления отверстий под крепеж прямо по центру в торцах полок из дерева, ДСП или брусках. Хорошо пригодится при изготовлении мебели, когда отверстие под крепеж нужно выполнить строго по центру, а также для полок с крепежом на стяжках и шпунтах. Кондуктор позволяет точно центрировать отверстия относительно кромок, без длительных замеров и разметки. В комплекте идет 3 сверла с ограничителями глубины сверления. Максимальная толщина заготовки 45 мм. Сверла оснащены ограничителем глубины сверления. Биты с магнитным кольцом. Набор из 5 крестовых бит самого распространенного типа ПХ-2, которые используются для работы со стандартными саморезами. На каждой бите установлено магнитное кольцо для удерживания крепежа в процессе закручивания или откручивания. Помимо этого, у данных бит есть еще одна полезная функция. Магнитное кольцо зафиксировано на бите на такой высоте, что при вкручивании даже на больших оборотах она не позволит заглубить крепеж глубже верхней поверхности заготовки. Универсальный адаптер для удержания крепежа. Еще один интересный вариант насадки для удержания крепежа на рабочем инструменте. В данном случае адаптер подойдет и для обычной отвертки, и для биты шуруповерта. Состоит из 2 частей. Силиконовая втулка фиксируется на шлице, а пластиковые усики достаточно надежно удерживают крепеж при вращении. При затягивании крепежа лепестки раздвигаются, и саморез или другой крепеж надежно фиксируется в поверхности. В комплекте идут 3 адаптера. Прямой удлинитель. Нужная вещь практически для любого шуруповерта при работе не только с деревом. Существенно увеличивает возможности инструмента при сверлении отверстий в узких местах, выкручивании глубоко расположенного крепежа и так далее. На выбор 3 адаптера различных по длине. Адаптер для установки крепежа под наклоном. С помощью данного кондуктора можно аккуратно, а главное надежно соединять деревянные щиты, листы фанеры, ДСП, МДФ под углом 90 градусов друг к другу, сделав 15-градусную засверловку отверстий с помощью шуруповерта. Металлический адаптер имеет специальные каналы, по которым проходит сверло, выполняя отверстия в обеих деталях. Выполненные отверстия затем используются для потайной установки крепежа. В комплекте идет много дополнительных компонентов.
Сверла, ограничители глубины сверления, заглушки на отверстие, зажим,